В одной глухой сибирской деревне, окруженной зелеными полями и лесами, проживала маленькая девочка по имени Алиса. Каждый день после школы Алиса отправлялась на прогулку по местным окрестностям. Девочка любила гулять одна и наблюдать за животными, которые жили в лесу. Однажды, во время своей прогулки, Алиса услышала тихое, писклявое звучание. Она последовала за звуком вглубь леса и обнаружила маленького волчонка, который запутался в приманке охотников. Худой, серый зверёныш был измучен и напуган. Его грустные глаза блестели от страха. Девочка подошла к животному, медленно и осторожно, чтобы не испугать его еще больше. Она сняла свою кофту и аккуратно обмотала ей волчонка, чтобы помочь ему выбраться из приманки. Серый малыш был благодарен маленькому человеку и лизнул ее по щеке. Девочка решила, что не может оставить его одного. Она подняла его на руки и решила найти ему новый дом. Крохотный зверь был слабым, и Алиса поняла, что он нуждается в заботе и питании. Алиса взяла волчонка домой и назвала его Блэк. Она покормила его молоком и начала ухаживать за ним, как за своим настоящим другом. Каждый день они гуляли вместе, и Блэк становился все сильнее и здоровее. Однако, не все в деревне одобряли решение Алисы спасти волчонка. Некоторые соседи считали, что волк – это опасное животное и они не должны доверять ему. Но девочка их не слушала. Она верила, что каждое животное заслуживает любви и заботы. Со временем, Алиса и Блэк стали неразлучными друзьями. Они проводили много времени вместе, гуляли по лесу, играли на поляне в мяч. Девочка каждый день рассказывала своему серому другу, как прошел ее день в школе. Ей казалось, что Блэк понимал каждое ее слово, которое она ему говорила. Для нее он был самым верным и преданным другом, которого могла пожелать для себя Алиса. Однажды, когда Алиса и Блэк гуляли по лесу, они услышали громкий вой. Они последовали за звуками и обнаружили, что ловушка была установлена для волков. Волчонок, который попался в ловушку, был старше и крупнее Блэка. Алиса была решительна. Она знала, что ей нужно помочь волку. Девочка, не раздумывая, освободила его из ловушки и оказала первую помощь, чтобы остановить кровотечение. Волк с благодарностью посмотрел на Алису и, прихрамывая, ушел в чащу леса. Этот случай стал поворотным моментом в жизни Алисы. Она поняла, что Блэк тоже должен жить в лесу, так как она растет, и всю жизнь прожить с ней он не сможет. Спустя пару месяцев девочка поняла, что волк готов. Они пошли вместе в лес, все дальше и дальше уходили в лесную чащу. И в один момент девочка сказала: «Иди, Блэк, здесь твой дом. Вперед, малыш!» Со слезами на глазах она наблюдала, как Блэк уходил от нее. И в то же время она была очень горда собой за то, что сделала. Спустя годы Алиса выросла и стала красивой и смелой девушкой. Она преуспела в учебе, нашла свою страсть в мире искусства и жила полной жизнью. Но судьба имела на нее другие планы. Однажды, когда Алиса шла домой после работы, она заметила странного мужчину, который следовал за ней. Он был незнакомым ей, но его зловещий взгляд заставил девушку почувствовать тревогу. Она ускорила шаг, пытаясь избавиться от него, но мужчина не сдавался. Спустя секунды изверг набросился на Алису, закрыв ей рот, чтобы девушка не кричала. Алиса припала к земле, ощущая страх, который захватывал ее все больше и больше. Мужчина вытащил кляп и связал ей руки и ноги. Он улыбнулся и сказал: «Теперь ты только моя». Алиса пыталась сопротивляться, но мужчина был сильным и беспощадным. Он отвез ее в свою уединенную хижину в лесу и запер в подвале. Молодая девушка была погружена в темноту и одиночество. Она понимала, что ее жизнь изменилась навсегда. Дни превратились в недели, а недели в месяцы. Молодая женщина вяла от безысходности, но ее жизнь внезапно изменилась с появлением странного волка. Волк был диким и грозным, но он нес в себе доброту и мудрость. И тут она поняла, это Блэк. За секунду она вспомнила всю их историю,
как спасла его и как откармливала, а сейчас он как-то оказался тут. Он понял, что Алисе нужна помощь. Блэк обнаружил подвал, в котором девушка находилась, и начал ее посещать каждую ночь. Он подносил ей пойманную дичь, оставался с ней и утешал девушку своим присутствием. Алиса начала надеяться и верить в то, что спасение возможно. Однажды, когда мужчина пошел на охоту, Блэк решил действовать. Он освободил Алису от веревок и помог ей выбраться из подвала. Девушка была слабой и истощенной, но несмотря на это, она смогла дойти до ближайшей деревни. Блэк проводил ее до края леса и показал дорогу домой. Он в последний раз взглянул на Алису с теплотой в глазах и ушел обратно в лес, исчезнув в его темных глубинах. Алиса вернулась в свою привычную жизнь, но она никогда не забыла о волке, которого она спасла и который отплатил ей за добро тем же. Она решила, что будет помогать другим, как помог ей Блэк. Девушка стала работать с детьми, которые были похищены и пропавших без вести, помогая им восстановиться и возвращаться к нормальной жизни. Иногда Алиса смотрела в лес и вспоминала своего волка. Девушка надеялась, что он был счастлив и нашел свое место в мире. Она благодарила его за то, что он открыл ей новый путь и показал, что даже в самых темных моментах жизни есть надежда и спасение. Так Алиса продолжала свое дело, вечно помня о волке по имени Блэк, и благодаря ему стала лучше понимать, что даже в самых ужасных ситуациях есть место для добра и справедливости. Спасибо, дорогие зрители, что дослушали до конца. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.